Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о том, что же категорически нельзя держать на столе. Поэтому никогда это не держите на столе, ни при каких условиях и ни при каких обстоятельствах. Почему это делать нельзя, давайте узнаем в этом видео прямо сейчас. И, друзья, прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя. Обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, стол – это, наверное, один из главных предметов мебели нашего дома. Дело в том, что за столом собираются все члены семьи, родственники, и стол всегда и во все времена символизировал прибыль и достаток в семье. И поэтому этот предмет так чтился нашими предками. На столе всегда стоял главный символ жизненного достатка. Это был хлеб. Также на стол клали всегда, за столом всегда проводили различные обряды. И вообще стол это символизировал всегда прибыль, достаток, счастье, изобилие и благополучие в семье. Поэтому давайте вместе с вами поговорим о том, что же нельзя держать на столе, чтобы не лишиться благополучия и достатка. Во-первых, ни в коем случае нельзя класть шапку на стол. Наши предки были достаточно мудрыми людьми и верили и понимали, что категорически нельзя класть шапку на стол. Из ранних лет уже учили этому деток на Руси. И даже в какой-то степени на стол называли ладонью Господа. И размещать на нем что-то помимо еды, питья было строго-настрого запрещено. И нарушение этого правила считалось достаточно страшным грехом. Поэтому наши предки верили, что бросивший на стол шапку в ближайшем будущем рискует в буквальном смысле этого слова остаться без головы. Потому что у человека ждала скорая беда и проблемы. Еще одна причина – это грядущие финансовые потери. Причем проблема может возникнуть не только непосредственно у владельца стола и дома, но и также у других членов семьи. Люди также верили, что брошенный на стол головной убор может спровоцировать мучительную головную боль и таким образом будет способствовать появлению мышей, от которых будет очень трудно избавиться. Поэтому никогда не бросайте шапку на стол, иначе дома достатка не будет так же. И считалось, что стол, а тем более обеденный, это Божья ладонь, с которой Он нас кормит. Соответственно, и усаживать на ребенка, который может и описаться, и что-либо сделать, и, возможно, где-то неуважительно относиться к столу, и неблагочестиво относиться к столу. И это нашими предками было недопустимо, ведь не случайно во все времена сесть на стол считалось крайней невоспитанностью, поэтому не стоит это прививать у деток с первых месяцев жизни. Да и вообще не стоит никогда, ни при каких обстоятельствах не садиться на стол. Также никогда не оставляйте на столе расческу, иначе очень скоро вы можете опозориться перед людьми. Никогда и не оставляйте нож на столе, особенно оставлять его опасно на ночь. В противном случае вы получите шквал негатива со стороны близких вам людей и в семье. Могут начаться ссоры, скандалы, ругань. Также ни в коем случае не стучите по столу, потому что многие люди в порыве своего гнева или по каким-то другим причинам могут ударить по столу рукой или кулаком. И за столом, как правило, собирается вся семья.
Во время принятия трапезы блюда, которые стоят на столе, являются символом благополучия, достатка. Кроме того, стол всегда считалось священным Божьим даром, ведь в старину и продукты, и предметы интерьера добивались большим трудом, поэтому следует достаточно корректно относиться ко всему, что добивается тяжким трудом. Поэтому, если ударить кулаком или раскрытой ладонью по столу, то это может навлечь в семью большие неприятности и беды. И в семье могут серьезные быть скандалы, проблемы. Также обращаем ваше внимание, что между людьми в семье может возникнуть недопонимание и появятся сплетни, прочие распри. Также никогда не ложите ключи на стол, потому что это означает привлечь финансовые трудности. И когда вы ложите ключи на стол, вы таким образом закрываете денежный канал. Потом столько не работаете, к сожалению, денег не будет в вашей семье. Также благодаря тому, что вы ложите ключи на стол, вы открываете дорогу ворам, если не в прямом смысле этого слова, то в переносном, это точно. И тогда материальных потерь точно не миновать. И, конечно же, его может забрать домовой. Тоже не оставляйте на столе грязную посуду на ночь. И это является не только дурным знаком. И если вы не хотите навлечь на себя беду, стоит обязательно перемыть всю посуду до того, как вы отправитесь отдыхать. Нашими предками также не допускалось класть подушку на обеденный стол, потому что стол используется несколько в других случаях, чем обычно. Например, для размещения на нем гроба покойника. Именно поэтому подушка, лежащая на столе, может привлечь в семью беду, а также потери и горечь. И зачастую жертвой может стать человек, чья подушка легла на такой стол. Также никогда не ложитесь на стол и вообще относитесь к обеденному столу именно с уважением. В противном случае, вгромоздившись на него, вы можете разгневать Всевышнего и лишиться своего ангела-хранителя. Считалось, что домочадцам, которые уселись на столе, грозили неприятности, и объяснялось это тем, что за столом члены семьи всегда обсуждают различные вопросы, в том числе и негативные. И, конечно же, у них могут возникать возможные ссоры, конфликты. Также может быть какое-то недопонимание. И все это отрицательная энергетика. Она накапливается, и когда человек садится на стол, он таким образом забирает ее на себя. Подумайте над этим. Считается, что тому, кто сядет на стол, грозят нищета и бедность, и также, возможно, болезни, отсутствие удачи и везения. Нельзя ходить и вокруг стола. Никогда не убирайте рукой со стола, потому что когда вы сметаете со стола остатки хлебушка ладонью, то вы в придачу еще теряете жизненную энергию. Вы можете стать объектом неприятных сплетен или даже клеветы, а также вас может ожидать и полное безденежье. Однако, если в старину человек случайно так поступал, например, по своей забывчивости, то существовал простой способ избежать данных проблем. Достаточно было выкидывать крошки, не выкидывать крошки, а съесть их все до единой. Нельзя ставить и четное количество бутылок на стол, а также оставлять пустые бутылки. Иначе это влекло финансовые трудности. Также никогда не используйте стол, который сломался или у которого шатаются ножки. Нельзя и пожимать руку через стол перед тем, как вы планируете уехать в дальнюю дорогу. Обязательно необходимо поцеловать стол для того, чтобы вернуться домой. И также никогда не позволяйте кошке ложиться на стол. А вот если под скатерть положить монетку, знайте, такая монетка привлечет достаток в вашу семью.
Точно так же можете поступить и с кусочком лаврового листа. Положите под скатерть, и это поможет сохранить здоровье вас и ваших детей. И вообще, друзья, в старину запрещалось класть, переставлять на стол что-нибудь, что не относится к пище. И таким образом считалось, что проявляется неуважение хозяина дома к домовому. И тот, в свою очередь, мог отомстить. Поэтому, чтобы этого не было, всегда очень важно, как вы будете относиться к своему дому, как вы будете относиться к своей кухне и, конечно, к обеденному столу. Мы, друзья, надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк, и мы услышимся в следующем видео.